Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать старый дедовский способ, как уберечь вашу древесину от гниения, от плесневения и от грибка. То есть, если у вас на улице, например, какие-то строения, либо изготовлены из дерева, например, такие как забор штакетниковый, либо просто какой-то деревянный забор. Дальше, например, уличный туалет, изготовленный из дерева. Двери стоят в сараях у вас деревянные, как их обработать, причем практически бесплатно и один раз и навсегда. Этот метод, он рабочий на 100%, проверенный мной, и сейчас я с вами им поделюсь. Поехали! Прежде чем я вам расскажу состав, из чего я буду делать это средство для обработки древесины, которое практически обойдется вам в считанные копейки, можно сказать, бесплатно. Вот. Я раньше пользовался вот таким вот средством Sintex Classic 3 литра. В общем, здесь сохраняет защитные свойства 5 лет. Средство довольно распространенное, хорошее, но в чем его минус, что всего лишь на 5 лет. И цена, естественно, стоит довольно недешево. Поэтому убираем это средство, оно нам больше никогда в жизни не пригодится. И сейчас я вам продемонстрирую дедовский рецепт, который реально работает. Один из ингредиентов этого рецепта, этого состава, будет вот такая вот шатовато-зеленая жидкость. И, как вы видите, это соляра, то есть солярка. Далее отработанное масло моторное. То есть в машине заменили масло, слили в канистру его. Вот вам, можно сказать, бесплатный вариант покрытия вашей древесины на века. Минусом данного рецепта это является его, естественно, неэкологичность и токсичность. Но если, опять же, возвратиться к вот этому средству, оно также токсичное и неэкологичное. Это для наружной обработки дерева. И вот этот данный рецепт, он также предназначен для обработки уличных вариантов каких-то деревянных конструкций, но ни в коем случае не в жилых помещениях. Сейчас я вам расскажу об ингредиентах. Многие просто для обработки дерева используют отработку. Но какой минус вот этого варианта? Он тоже неплохо справляется со своими задачами, но проникает в древесину довольно плохо. А если добавить солярки к отработке, тогда процесс проникновения и, во-первых, как антисептик оно будет работать, во-вторых, практически на 100 лет защитит ваше дерево от вредных механических воздействий, таких как солнце, дождь и гниение, воздействия разной плесени и грибков. Теперь перейдем непосредственно к пропорциям, сколько нужно солярки и сколько нужно отработки. Итак, для приготовления данного состава понадобится банка стеклянная, можно и пластиковая, без разницы. Делаем по таким пропорциям. 1 часть масла, 6 частей солярки. Если вам нужно, чтобы лучше пропиталось за быстрый промежуток времени, то тогда солярки делаем 8 частей, 1 часть масла. Но вообще классический рецепт: 1 часть масла отработки, либо просто масла моторного, и 6 частей солярки. То есть 1 к 6. Вот, наливаем. Кстати, от цвета отработки будет зависеть конкретный результат. Вот, например, вот так же будет выглядеть покрытая древесина составом из отработки и солярки. Если же моторное масло будет чистое, неотработанное, тогда, естественно, древесина будет выглядеть намного светлее. Переходим ко второму этапу, наливаем солярки. Вот такая вот жижа получилась. Сейчас покажу вам, как ей обрабатывать дерево. Так, чтобы не пачкать мой стол, стелю какую-то старую фанерку и на него кладу вот такой вот кусок сосновой евровагонки. На нем мы будем делать свои опыты. Отработка у меня не очень темная, потому что я часто меняю масло, поэтому цвет будет вот такой вот довольно светлый. Все, вот это дело пропитали на один слой. Теперь ждем, пока он высохнет, а затем распилим вот эту часть и посмотрим, как глубоко она проникла, ну, допустим, до полчаса времени. Засекаем полчаса. Сейчас я так щелкну, и полчаса уже пройдет, будем распиливать, смотреть, что получилось. Все, прошло полчаса, и сейчас проверим, насколько это средство впиталось в глубь древесины. Сделаем распил и замерим. Итак, вот он кусочек, который я отпилил. Видим, примерно миллиметра 3-4. Берем штангель-циркуль, отрезок обработанной евровагонки. Кстати, она была, во-первых, отшлифована, то есть в шлифованной поверхности пропитка должна, по идее, медленнее пропитываться. Вот смотрим, что у нас получается. 3,8, где-то чуть больше пропиталось, 5,2. Ну, в общем, как бы, в принципе, неплохо, я считаю, за полчаса и за один проход пропитка довольно глубоко въелась в поры шлифованной древесины. Сейчас, конечно же, уже идут дожди, все поверхности у меня уже обработаны. Единственное, что я не снимал видео тогда, когда это делал, сделал просто фотографии. Сейчас я вам вставлю небольшую подборку фотографий, как я и что обработал. И также покажу, что происходит с необработанной древесиной за короткий промежуток времени. Друзья, дождик идет. Вот, сейчас я вам покажу. Вот эту крышку я обрабатывал примерно 5 лет назад. Эта крышка на канализацию идет. Вот смотрите, видите, вода лежит поверх древесины. Вот здесь, где маленько стерто, это уже ребятишки бегали, ногами шоркивали. Также вот обрабатывал уличный туалет и вот эти двери в сарай.
Как видите, до сих пор все в отличном состоянии, потому что древесина была новая. Ну вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, был вам полезен. Метод реально рабочий, проверил сам. Что хочу сказать, единственный минус, как вы уже поняли, это обработка только уличных поверхностей. Запах проходит буквально через день-два, затем никакого запаха, ничего вы уже не чувствуете, а наслаждаетесь проделанной работой. Спасибо за просмотр. Хочу пожелать всем добра, удачи, успехов. Берегите себя. Всем пока-пока.